Привет всем, Арми. Что на самом деле произошло, когда никто не видел, и почему одно небольшое действие оставило один из крупнейших в мире фандомов безмольным? Это должен был быть обычный день. Но почему домашняя камера наблюдения Чингука на самом деле засняла что-то, что заставило службу безопасности HYBE действовать быстро? Все участники BTS предпочли промолчать, и теперь вопрос в том, почему Тэхён остался дома один? Прежде чем продолжить читать, устройтесь поудобнее, эту историю вы не сможете легко забыть. Нажмите «Нравится», напишите свои мысли в разделе комментариев, и подпишитесь, если хотите узнать о закулисных событиях, которые никогда не были рассказаны публике. Потому что после этого в отношениях Тэхёна и Чингука больше нет нормального. Все началось тихо, очень тихо. Не было никакого внимания со стороны СМИ, не было прямой трансляции и не было сотрудников HYBE возле дома Чингука. Но именно в этой тишине появилась запись, и это заставило всех задуматься, что же на самом деле произошло в тот день. Чингук был за границей по нераскрытому личному делу. Большинство фанатов знали, что он занимался чем-то важным и личным, сообщило агентство. Тем временем Тэхён, который в то время отдыхал от нескольких графиков, был внезапно замечен входящим в дом Чингука в 14 часов 26 минут по корейскому времени. Не было ни персонала, ни менеджера, только один человек. Вход Тэхёна в дом не был чем-то необычным, было известно, что они были близки. Но вопрос в том, что он делал там один более 2 часов. И почему, когда Чингук вернулся и проверил записи видеонаблюдения, его выражение лица резко изменилось, как будто он только что увидел то, чего никогда не должно было произойти? На кадрах, которые официально не были опубликованы, как сообщается, Тэхён что-то делает в личной комнате Чингука, комнате, которая была закрыта для публики даже для некоторых участников BTS. Внутренние источники описывают комнату как безопасную зону, где Чингук хранит много важных воспоминаний, личных вещей и некоторые конфиденциальные документы, связанные с его карьерой. Что там делал Тэхён? И почему HYBE немедленно отправила команду цифровой криминалистики всего через несколько часов после инцидента? Факты начинают всплывать один за другим. Несколько сотрудников HYBE, попросивших не называть их имен, заявили, что был электронный журнал активности, который не соответствовал привычкам Тэхёна. Он открыл папку на персональном компьютере Чингука. Мало того, он также, по-видимому, взял конверт из запертого ящика внутри, а затем вернул его. Однако конверт, согласно внутренней информации, был замечен незапечатанным, как и прежде. Это оставило много вопросов. Что было внутри конверта? И почему Тэхён знал, где он хранится? Удивительно, но вскоре после инцидента Чингук опубликовал короткое предложение на своей личной платформе «Доверие – это не мелочь». Пост был удален в течение нескольких минут, но этого было достаточно, чтобы вызвать бурю домыслов. Реакция Арми была быстрой и эмоциональной. Некоторые защищали Тэхёна, говоря, что он ни за что не сделает ничего без разрешения. Но другие задавались вопросом, если все было в порядке, почему Чингук выглядел таким злым, когда вернулся домой? И почему никто не дал никаких разъяснений? Молчание. Все предпочли хранить молчание. Пока, наконец, еще один инцидент снова не встряхнул ситуацию. Несколько дней спустя Тэхён появился на музыкальном шоу с необычным выражением лица. Он выглядел нервным, несколько раз опускал глаза, и в конце шоу его видели вытирающим слезы. Камера не фокусировалась на нем напрямую, но вирусные кадры фанатов ясно показали его подавленные эмоции. В радиоинтервью, запланированном на несколько дней позже, когда его спросили, по кому ты больше всего скучаешь в эти дни, он молчал почти 9 секунд, очень долго по стандартам прямой трансляции. Он просто ответил, потому, кто сейчас со мной не разговаривает. Ни имени, ни объяснений. Но публика знала, кого он имел в виду. Фандом разделился. Некоторые пытались найти рациональное объяснение, другие начали собирать воедино хронологию, основанную на временной шкале Чингука и движении его песен. Была даже теория заговора, что отношения двух участников были на самом низком уровне с момента их дебюта. Теперь вопрос в том, было ли это просто недоразумением.
Или было что-то более глубокое, что-то, что нельзя было объяснить публике. Чем дольше это продолжалось, тем больше росло давление. Один инсайдер сказал, что HYBE на самом деле знали, что было в конверте, и, как сообщается, содержимое конверта было черновиками частного контракта между Чингуком и международной стороной относительно секретного проекта сотрудничества, того, который мог повлиять на все будущее BTS. Если это правда, почему Тэхён открыл конверт? Было ли это просто любопытством, или было что-то еще? Кульминацией всей этой драмы стало то, что официальный аккаунт BTS не показал ни одной фотографии Чингука и Тэхёна вместе в течение 3 недель подряд, чего никогда не случалось раньше. Даже когда они появлялись на одном и том же мероприятии, эти двое, казалось, намеренно держались порознь. Но за всем этим одна вещь привлекла внимание фанатов. Браслет, который Тэхён носил во время своего сольного выступления. Браслет был похож на тот, что Чингук подарил ему во время одной из трансляций в Ливе. Это был знак извинений? Или молчаливый протест, что их отношения не закончились? Спекуляции шли полным ходом. Многие надеялись на личное разъяснение, или даже простое совместное фото успокоит сердце фанатов. Но вместо этого появился новый слух. HYBE, как сообщается, проводит внутреннее совещание, чтобы обсудить инцидент в частном доме и его влияние на их публичный имидж и долгосрочный контракт. Скорее всего, будет официальное заявление. Но до тех пор одно можно сказать наверняка. То, что произошло в доме Чингука, было необычным визитом, и что бы там ни делал Тэхён, это открыло новую главу в их отношениях, ту, которую так просто не закрыть. Если вы чувствуете, что в этой истории что-то не так, вы не одиноки. И теперь один вопрос продолжает терзать умы фанатов. Что именно произошло, когда камера поймала Тэхёна одного в доме Чингука, без единого сотрудника HYBE на месте? Никакого официального заявления. Никаких разъяснений. Была только тишина и кадры, которые говорили громче слов. Было ли это просто совпадением? Или тонким намеком на отношения, которые так долго скрывались? Армии по всему миру собирали воедино кусочки, надеясь, что ответы появятся среди тишины. Но одно можно сказать наверняка. Когда правда начинает просачиваться сквозь трещины тишины, ничто не остановит бурю любопытства со стороны самого большого фандома в мире. Это начало большего откровения? Или это тайна, которая намеренно была оставлена понемногу? Оставайтесь с нами. Потому что за каждыми просочившимися кадрами всегда есть история, которую больше нельзя скрывать. Нажмите «Подписаться» и включите уведомления, ведь эта история еще не закончилась. Оставьте свои мысли в комментариях. Это признак чего-то большего, чем дружба, или просто мимолетное совпадение?